Сегодня мне хотелось поговорить о 29-м псалме. Это один из псалмов Каббалат Шаббата. Мы познакомимся в течение года со всеми псалмами, поговорим немножечко. Ну вот, небольшое введение, 29-й псалом. Его очень любят наши комментаторы, потому что в этом псалме 18, очень важно, 18 раз упоминается имя Всевышнего. Это ровно столько, сколько, по идее, должно быть благословений в Амиде. И даже проводят прямые параллели. Вот эта цитата вот к этому благословению Амиде. Вот это к другому благословению Амиде. Но сегодня мы так разбирать не будем, а возьмем буквально три первые строки. Конечно, наш кантор спел бы это лучше, и он споет чуть попозже, но я попытаюсь просто напомнить, потому что вы слышите это каждый Каббалат Шаббат. Мизмор Давид. Гавул Адонай беней элим, гавул Адонай кавод ваоз, гавул Адонай кавод шимо, иштахавул Адонай бихадрат кодеш, коль Адонай аль хамаим, эль хакавод хирим, Адонай, Адонай, аль-маим рабим. Вот пока всего три строчки. В переводе это звучит примерно так. Песнь Давида, песнь Давида, славьте Господа, славьте Бога. Сейчас, 2 секундочки. Песнь Давида, воздайте Богу, совершенно правильный перевод, воздайте Богу, сыны могучих, или просто сильные. Сейчас мы разберем по словам. Воздайте Богу славу и силу, воздайте Богу славу имени Его, поклонитесь Богу в священной благолепии, голос Бога над водами. Всесильный в славе своей мечет громы, Бог над водами многими. Обычно мы не читаем перевод, читаем сразу, на иврите, поем, получаем удовольствие от Каббалат Шаббат, потому что это главное – встретить субботу в радостном таком песнопении псалмов. И сегодня хотелось бы остановиться, потому что наши комментаторы часто обращают наше внимание на то, что мы проскакиваем, на то, что мы читаем как беллетристику быстро и как бы само собой разумеющееся. И вот первые слова «Аву ладонай», «воздайте Господу». И первое, что воздавать? Что мы можем дать Всевышнему, если все, что мы имеем, в Его руках, и Он создал это? Каким образом, что и как мы должны делать, потому что это императив. Гаву, воздайте. Мы переводим так немножко пафосно. Воздайте. На самом деле гав означает дай, дай. Но мы вот так говорим, что что-то нужно как бы вернуть из того, что у нас есть, как бы вернуть и воздать Господу Ладонай, Гаву Ладонай. Что ему нужно воздать, то есть рассказать о его славе и силе. Очень интересно, очень интересно. А когда это нужно делать? Еще вопрос. То есть когда, как, что Гаву предполагает. И тут мы с вами видим фразу, она в самом конце книги Пятикнижия Моше, в главе Гаазину, 32 глава, 3 пасук. Он говорит, и мы эту фразу с вами хорошо знаем, потому что в празднике Амида начинается не со слов призыва кантора или шалеха цибур «Адонай сефатай тифта», «Господи, открой мои уста, и я буду, хвала вознесется из моих уст». Нет, мы говорим другую фразу «Кишем Адонай экра гаву годель леэлохейну». Кишем Адонайка означает, когда я назову имя Бога, и дальше Гаву, такое же слово, как у нас. Гаву, воздайте, Гадоль – это большой, Годель – это величие,
Элохина, нашего Бога. И тогда наши комментаторы говорят, видите, вот фраза, как только раздается имя Всевышнего, в этот момент нужно начинать молитву. И Аву в данном случае означает вознесите молитву о его славе, о его святости, о его силе. И это все то, что мы с вами произносим в Амида, в молитве Амида. Поэтому Аву, первое слово, на которое которое нас останавливает, Аву, теперь мы должны понимать, наверное, следуя логике наших комментаторов, Гаву – это начинайте молитву или молитесь. Ладанай, молитесь Богу. Это и будет воздать его. То есть я понимаю, что ты для меня делаешь, поэтому вот тебе спасибо за это, вот тебе слава за то, как ты это все делаешь. Я воздаю из того, что у меня есть, я словами формулирую благодарность ему. Вот это Ладанай понятно Господу. А вот дальше опять проблема. Там написаны слова «Авуладанай беней элим». Что значит проблема? Бен – это сын, бней – это сыновья. Кто такие элим? Эль – это сила. И иногда понимается как, так сказать, не совсем корректное понимание природы, силы Всевышнего, для нас это очевидно, силы Всевышнего проявляются в природе, и язычники могут называть каждое проявление Божьей воли отдельным «эль». Мы иногда говорим, то есть в молитве употребляем это «ми камоха ба элим Адонай». Кто, как ты, среди тех, кому поклоняются люди, потому что они поклоняются Элим. То есть проявлением, неким проявлением Всевышнего в этом мире. Называя его Эль, это вот сила воды, сила травы, сила там неба, сила ветра, сила какая-нибудь. И тогда что же мы с вами тут имеем? Бней Элим. Дети вот этих сил. Кто дети этих сил? Мы не можем сказать, что это дети каких-то там богов, которых мы не исповедуем. Мы знаем, что он единственный, и все дети могут быть только его. Но почему во множественном числе все-таки употребимо Элим? Если от меня что-то произошло, если я что-то произвел, это как мое дитя, это как мой сын. Бог посылает к нам своих ангелов, которые раскрывают, осуществляют одно из его качеств. Например, у нас есть такой ангел, как Гавриэль. Это не отдельное существо. Это носитель силы. Он приносит победу на войне. Он дает силы, когда ты ослабеваешь. Гевер – это силач. Гаври – моя сила – это Эль. И вот оказывается, что вот это проявление этого ангела, посланника Всевышнего, который выполняет его функции, он не самостоятельно существующая личность, это посланник, он всегда выполняет его волю. И мы говорим, вот это Гавриэль, это часть его, посланная нам, и он как будто сын ему, этому единому целому. У нас есть Уриэль, это когда я понимаю что-то, Ор входит в мое сознание, Ор – это свет, Уриэль, мой свет – это Всевышний. Микаэль, кто как Бог. Рафаэль – это излечивающий Бог. Это все равно один и тот же Бог. Но это как бы его дети. Тогда первый комментарий, который мы можем с вами здесь увидеть, это сыновья Бней Элим, сыновья отдельных сил общего Элохим, которые эти силы все объединяют. Бней Элим – это ангелы. И тогда получается Авуладанай, ангелы, Беней Элим, воздайте славу Господу, ангелы. Можно. Можно так перевести, это один из возможных вариантов. Ну, то есть так понимать, а вот Адонай, Беней Элим, как восславьте ангелы. Но давайте всерьез, и не мы первые будем это делать. Это наши комментаторы тоже с этим столкнулись, с противоречием.
Кто такой Давид? Это псалом Давида. Кто такой Давид, чтобы приказывать ангелам? Он им говорит: «Гаул Адонай бен Элим». Они что, меньше образованы, чем он? Или они ниже по званию, чем он? Как бы высоко Всевышний ставил Давида, он ставил его основателем династии, так сказать, Машиах будет из этой династии, все цари были из этой династии. И он его ставит высоко. Но что может быть выше ангелов, если они были рождены раньше человека? Ну, говорят так, по крайней мере, что они были созданы раньше человека и помогали, сотрудничали, так сказать, обсуждали, по крайней мере, в самом начале обсуждали будущее мира. И поэтому кто такой Давид, чтобы приказывать ангелам? Ага, говорят наши комментаторы. Значит, наверное, это все-таки можно понимать как ангелы, но, наверное, все-таки кто-то другой. И продолжает размышлять вот как. А кого мы еще можем назвать Элим? Сильные, могущественные. А кто самый могущественный, сильный основатель в еврейской истории? Конечно, Авраам, он первый еврей на земле. Конечно, его сын Ицхак. Это же столпы, на которых опирается вся наша история. Мы их именами прикрываем свои грехи, говорим: ради праотцов наших, Авраама, Ицхака и Якова, пожалуйста, прости нас. Вау! Так кто такие Бней Элим, если Элим могущественный, это Авраам, Ицхак и Яков, да мы с вами. Народ Израиля – это потомки вот этих могущественных людей Авраама, Ицхака и Якова. Ага, и тогда понятно, что говорит Давид. «Гавул Адонай беней Элим». Воспойте, верните, воздайте Господу дети Израиля, народ Израиля. Ну тут тогда понятно. Действительно, он выдающийся царь, и он мог написать такой псалом, обращаясь ко всему народу. Воздайте Господу сыны могущественных праотцов. Очень хорошая, интересная интерпретация, и она обращена лично к нам. Третье, вообще совершенно невероятная интерпретация. Кто-то увидел, что слово «элим», как «сильнее», «силы», множественное число, написано теми же самыми буквами, что «илем». Вау! А «илем» – это не мой. И он говорит, буквы те же самые. Давай посмотрим с этой стороны. Кто был Илем? Кто был немым? И тут же он вспоминает, посмотрите, что было с Авраамом. Авраама поставили в труднейшую, тяжелейшую ситуацию. Бог говорит, возьми сына своего. Авраам, ну, вроде как бы это приписывается, что он спорил. Не то чтобы спорил, а уточнял, как это любимая еврейская фраза. Давайте уточним. И вот Авраам уточняет, а какого из них у него Ишмаэль и Ицхак? А Бог к нему опять обращается, говорит, единственного своего. Авраам говорит, он, каждый из них у матери единственный. Он говорит, которого ты любишь, я обоих люблю. И тогда уже Бог не выдерживает и говорит совершенно конкретно Ицхака. Теперь понятно. Теперь Ицхака. И Авраам берет Ицхака и идет на гору Мория, связывает Ицхака. И называет гору, то есть жертвоприношение, вы сами знаете, не произошло, это мы называем это Акидат Ицхак, то есть связывание Ицхака. И эту гору Авраам называет Адонай Ире, усмотрит, увидит. И комментатор говорит, а что он должен увидеть? Он и так знал, что Авраам преданный ему человек, единственный в то время еще монотеист, верующий в этого Всевышнего. И что увидит? И сам Авраам
устами Авраама, комментатор говорит, Бог увидит, что я был вправе возражать ему. Я был вправе возражать ему и не стал этого делать. А почему же он мог возражать ему? Разве я не должен возражать? Это слова буквально из Мидраша. Разве я не должен был возражать тебе, напоминая слова твои, Брешит 7:21, 17:21. Союз мой заключу с Ицхаком. Бог обещает, что он союз с Ицхаком заключит. Авраам ведет Ицхака на жертвоприношение, и он мог спросить, уж я не говорю возразить, спросить, а как же тогда твои слова, они что, не сбудутся? Или я имел право возражать, но не стал. И он говорит, Господи, когда мои потомки, если мои потомки попадут в лапы греха, ради них вспомни этот час, когда я мог говорить и не стал говорить. И вот комментатор говорит, вот кто Елена, вот кто смолчал, не стал дерзить Богу, не стал спорить с ним. И в эту заслугу бней читайте, Гавуладанай бней Элем, воздайте Господу дети Авраамовы. Дети Авраамовы, который не спорил с Богом, который принимал его волю. Это чудный комментарий. Это чудный комментарий. И дальше немножечко проходим по этим же строкам и находим третью строку. Коль Адонай Аль-Гамаим. Как мы можем себе представить голос Всевышнего над водой? Не написано «аль» в современном языке – это «на». То есть на воде мы никак не можем перевести. Действительно, устаревшее произношение этого предлога «аль» имеет значение «над». Но тут же сталкиваемся с одной из гипотез, с одной из теорий о том, что всякое учение символом имеет воду, или вода символизирует учение, мнение каких-то людей. И у нас есть разделение: вода чистая и нечистая. Ты можешь изучать что-нибудь, я не знаю, какие-то другие там мировоззрения, и это будет отвлекать тебя от настоящей чистой воды. И ты испортишь сам себя этой нечистой водой, ты вред себе нанесешь. И есть вода чистая. И вот Тора всегда является чистым учением. И, например, с чем мы можем сравнить? Ну, был такой случай в моей жизни. Я немножечко был разочарован, прошу прощения наших ученых, я был немножечко разочарован в науке, потому что в юноше еще я спросил своего друга, студента, говорю, а зачем? Он биолог. А зачем? Он говорит, наука не занимается вопросом «зачем?». Наука занимается вопросом «как?». Она объясняет. Вопрос «почему?» не научный. И мне как-то стало немножко тесновато. Думаю, надо попробовать что-то другое. И вот потом, уже будучи более взрослым человеком, начал сравнивать всевозможные учения, например, философию с религией, философию с Торой сравнивать. Философия – это инструмент. Это инструмент, объясняющий, рассказывающий, как взаимосвязаны те или иные явления, те или иные события, те или иные представления человеческие. Тора не анализирует. Тора для другого. Тора рассказывает, наставляет тебя, чтобы ты был лучше. Она не объясняет. Она наставляет и изменяет тебя.
Но изменившись ты, начинаешь хотеть этих изменений к лучшему. Конечно, мы сегодня тикун лель шелот, это изменение к лучшему, мы упоминаем это слово, изменение к лучшему. Ты, изменившись, ты хочешь вокруг себя сделать лучше, и ты изменяешь маленький социум, сначала семью, потом общину, потом народ, потом вся земля. В конечном итоге так и должно произойти. Тора – это чистая вода, которая напоит в конечном итоге землю. И правда, без всяких объяснений, она говорит, сделай так, и ты не пожалеешь. Ты станешь лучше, ты будешь другим, и чувствовать себя будешь хорошо. Мало того, мир вокруг тебя тоже изменится. Поэтому он, вот учение Торы стоит над всеми учениями, не потому что оно, так сказать, раньше появилось. Нет, оно над, потому что несовместимые ценности, просто несовместимые ценности. Она выше по своему содержанию, она выше по своим целям. Мы ее говорим о том, что все цели Торы – это мир. Во всем мире, и, это уже банальности, но это понятно. Все цели ее. Коль Машватия, Шалом, все замыслы ее такие. И вот голос Всевышнего над водами нас может привести и в трепет. Насколько же огромное достояние мы имеем, насколько ценное достояние имеем. Это выше всякого знания. Знания нужны для того, чтобы улучшать этот мир с точки зрения технологий, с точки зрения экологии и так далее, и так далее. Знания обязательно нужны, но есть еще высшие знания, которые помогают изменить, кардинально изменить все человечество и через человечество изменить этот мир к лучшему. Вот всего 3 строки, но сколько мыслей интересных можно получить, размышляя и следуя нашим комментаторам, которые были мудрецами. До сегодняшнего дня их мудрость нас поражает. Все, большое спасибо.